Привет! Человечество придумало рок-музыку, а самые крутые в ней, как по мне, это AC/DC. И я еду на их концерт. Кто самые крутые, конечно, можно спорить, но они точно во всех топах. 13:30 я в Милане, а концерт будет в Имоле. Имола — это южнее Болоньи. У меня сейчас нет ни одного билета, но я думаю, мы все это легко решим. Только что купил за 12 евро Flixbus Милан-Болонья. Кстати, еще ночью он стоил 3 евро. Покупайте билеты заранее. Часто даже самые крутые приключения начинаются с обычного миланского городского автобуса. Вообще, я не самый большой фанат рок-музыки, но сегодня буду играть роль старого рокера. Thunder! В продаже есть еще официальные билеты на концерт, но я только что купил билет через Перекупов, чтобы вы понимали, когда я оказался с билетом. Но уже там на месте расскажу, что почем, какая зона, сколько стоила и за сколько я в итоге взял и как попал, если попаду. Вы понимаете, Перекупы — это всегда риск. Но экономия неплохая и места лучше, чем те, что есть в продаже, так что риск оправдан. 45 минут до Flixbus, но мне показалось, что я еще успею позавтракать в Маке. Пока завтракал, прислали билет. Судя по его номиналу, сэкономил почти в 2 раза. Ну, осталось зайти, чтобы все прошло нормально. Я как-то на евро билет номиналом 500 евро купил за 200 евро. Ну, такое бывает. Тут, конечно, мне кажется, что можно было еще поиграться на этом рынке, поискать предложения повеселее. Но не хочу сегодня в эти игры играть. Купил и все. Полчаса до автобуса, мчим на метро. Вот на этом за 10 евро еду в Болонью. Запомните, типа в черном, он все видео будет нас преследовать. It's a highway to heaven. Я надеюсь, что мой highway только в heaven. Прибыли в Болонью, но тут я был много раз, так что сразу двигаемся дальше. Жаль, автобус опоздал на 15 минут, поэтому я не успеваю на тот поезд, что хотел. Но ничего, буду на полчаса позже, чем планировал. Интересно, куда едет этот человек? А эта парочка куда направляется? Ну, вы понимаете, да? Это примерно как когда идешь на футбол, и все в форме Интера. Там даже детишки собираются на концерт. Пишут, что на поезд, который мне надо, нет в продаже свободных билетов. Но, ребят, я же еду на рок-концерт. Какие билеты? Поедем без билетов. Настоящий рок-н-ролл. Не самый переполненный поезд, на котором я ездил. It's a rock-and-roll train. Доехал без билета, но это же рок-н-ролл трейн. Вообще, такая поездка стоит 4,80. Если бы нашел меня контролер, то это было бы где-то 55 евро. Но как бы он меня нашел, что по головам пошел бы. Видите, все стоят в очереди. Этот парень со мной даже на автобусе еще ехал с Милана. И сейчас перешел через рельсы, чтобы идти раньше всех. Потому что, видите, проход чуть-чуть затруднен. Но видно, что то настоящий фанат. Вообще, Имола — это про гонки. Позже расскажу. И вот прям уже с хода с вокзала это заметно. Ну и, конечно же, это старый классический итальянский городок с замком. Да, вышел с поезда, вот эта вся толпа идет на концерт, уже какие-то такие, знаете, классные ощущения, предвкушения. Еще и русскоговорящего парня встретил, он там спрашивал, как потом с концерта можно будет уехать. Об этом позже расскажу. Ну, чтобы вы понимали, вот это все толпы, которые идут на концерт. Если бы вам дали потереть лампу Аладдина, что бы вы загадали? Ну, а вообще мы врываемся в старый центр Имолы. Я обожаю за это Италию, что ты просто куда-то идешь, и тут так атмосферно. Тут что-то вещает фанат Барселоны. Фанат Барселоны говорит, что 3 пива можно взять недорого. Но посмотрите на эти стены. Когда-то неприступные, видимо. А сейчас просто бери и иди. 3 километра до автодрома, а концерт, собственно, будет на автодроме Энцо Феррари. Потому что Имола — это город гонок. К этому мы еще вернемся. Добро пожаловать в Имолу. Но в Имоле я, кстати, впервые. Но это классно, когда посещаешь новые города, при том, что я эту Италию уже проездил очень много. Говорят мне налево, но все идут прямо. Интересно, это что, фан-зона, как перед матчами для тех, кто на стадион не попал? Может, тот AC/DC, может, вот тут и остаться. Ну а что, выглядит неплохо. Я вам говорю, в Италии дорога к шоу часто не хуже самого шоу. Не в обиду шоу, просто дорога классная. Да, тут есть еще специальная фан-зона, потому что люди приезжают за день, за 2, рано с утра, а концерт только к часу, по-моему, открывается вообще вход туда. И перед концертом фанаты вот на таких вот фан-зонах еще отдыхают. Кстати, вы знаете, у меня не так много каких-то грандиозных концертов, поэтому футбола у меня больше, поэтому для меня это тоже многое плюс-минус в новинку. Понятно, что из всех баров по дороге доносится AC/DC,
А вот тут вот, например, Rock'n'Roll Train, ну, то есть знают, чем завлечь фанатов. Какой-то красивый институт профессионалов, но я вам хочу сказать другое. Ну вот почему? Я не удивлен. Ну, а если что, это форма футбольного клуба Интер из Милана. Вымыли. Даже ситуативный маркетинг Highway to Grill. Ну, это отсылка на их песню. Правда, играет почему-то Wind of Change. Но тоже всегда актуальная песня во все времена, согласен. Многие сейчас ее слушают и любят. Это все называется фестиваль звука Вымыли. И посмотрите, сколько мероприятий тут за все лето проходит. И много классных. Первый контроль билетов. Ну, просто посмотреть, есть ли он у меня. Ну все, Рубикон пройден. Обратного пути нет. А это стерто, видимо, что кто-то без билета не проник. Концерт будет проходить на автодроме Энцо и Дино Феррари. Тут же проходит знаменитый этап Формулы-1 в Имоле. Кстати, вы знаете, что в каждой стране по одному этапу, только в Италии проходят 2 этапа Формулы-1, ну и в Штатах 3. И вот один из них тут легендарное место. Вот это, кстати, Феррари, помните, в детстве был мультик «Трансформеры», вот там вот такая была, вот прям помню, вот детское такое какое-то воспоминание. Еще один этап Формулы-1, кстати, проходит в Монце, это совсем рядом со мной. Если этот выпуск наберет 1 000 000 лайков, то, может, пойду не на футбол, а на Формулу-1 в Монце как-то. Тут предматчевая зона отдыха. Вообще на такие мероприятия реально надо с утра приезжать, а не как я вот это вот последнюю секунду. Но зато я выспался. Но я буду пытаться гнать внутрь, так сказать, занять лучшие обзорные места для вас. Вообще, кроме мини-перекуса в Маке, я ничего не ел и не пил сегодня, но я перед концертами стараюсь не есть и не пить. Мне кажется, человек сутки может выжить без еды и без воды, так что так, я думаю, будет лучше. Сразу мчусь на сцену. Уже по таким коридорам двигаемся к нашим местам. По центру коридорчик для тех, кто, видимо, не прошел, у кого, видимо, проблемы с билетом. Ну, главное, чтобы я сегодня не оказался одним из них. Ну, если что, прямо на входе куплю, просто хуже место будет. Несколько проверок безопасности, в том числе с детектором по дороге. Напряженный момент, сейчас мы узнаем, пройдет ли мой билет перекупов. Все, порядок, я внутри билет прокатил. Позже расскажу про ценовую политику, что почем было. У меня зона Б, лучше только А. Вот такие браслетики дают, вроде как я должен наклеить его на себя. Зону А желтые браслетики. Вот поменяться бы с кем-то не глядя. Или мой быстренько перекрасить. Берите с собой желтый маркер, если б знал. Я иду по настоящей трассе Формулы-1. Вот как вам еще доказать, что я та еще машина? Вот там вот проверили, что у меня браслет был не одет на руку. Но теперь все, теперь сложнее будет затесаться к желтым. Вот тут, видимо, пит-стопы во время гонок находятся. Прикольненько. Был вариант быть вот этим вот чеком с горы. Знаете, кто там с горы? И вот так вот наблюдать за всем. Но нет, мне такое не нравится. Я хочу внутри. Сворачиваем с трассы. Вот там вот сидящие места. Вот там вот по сцене пит А. Даже не знаю, сколько он стоит. Билетов не было. У меня пит Б. Официально где-то 170 евро. Я взял за 90 евро. Просто халява. У перекупа выхватил. И там пит С и Д. Пит С это 150 евро. Официально. Как бы, вот официально можно было только в пит С сегодня купить. Хотелось бы, конечно, вам проломиться, но я у перекупов за 180 мог купить. Но мне показалось, что 90 евро, разница между А и Б, типа, я не почувствую. Все равно по сцене все еще с часу дня занято, ну, с 2, с 3. Как бы я бы стоял бы в самом конце пита А. Ну, сейчас проберемся куда-то. Это Pretty Reckless, тоже крутая тетка очень, ну, тоже звезда, крутой рок на разогреве играет. Вот граница. Пит С, я тут за 150 евро мог сегодня официально стоять. Вот это начинается справа, пит Б, я в него иду. Ну, пит С далековато, конечно. Но, в принципе, за 90 уже и отсюда можно было бы смотреть. Мне нравится. Ну, а сейчас проберемся. План прост. Все заходили через право, я пойду обойду через ту сторону, и там, я думаю, ближе можно будет подойти. Но тут сзади, видите, народ чилит, с подстилочками отдыхает. Хлоп-хлоп, и я уже почти у границы между Б и А. О, слышите это вступление? Don't Make Me Wanna Die, по-моему, песня называется. Ну, крутой трек. Собственно, это главный, самый известный ее хит. Главное
Главная сложность это передать вам музыку для атмосферы, но при этом не залететь за нарушение авторских прав. Ну, мы в Одессе опытные пираты, так что я думаю, что-то придумаем с этим. Концерт Imagine Dragons я для вас снял, хороший влог вроде, и как бы все получилось. Ну, тут, наверное, меньше буду снимать. Знаете, на Imagine Dragons все стоят с телефончиками, снимают, а на AC/DC, я думаю, поактивнее все будет. В общем-то, там зона А, я в Б, а представляете, есть еще люди, у которых билеты вот там вот в самом конце, это тоже стоит денег. Вот те дальние палатки, там тоже есть зона Д вообще. И еще зона С между нами. Стою и думаю, может надо было доплатить 90 евро. Ну, доплатили бы 90 евро, чтобы двинуться на 50 метров вперед. Вот я не знаю, как действует в таких ситуациях. Но за 90 это у меня вообще просто я почти бесплатно сюда попал. В общем, желаю вам зарабатывать столько, чтобы вы вообще не думали о деньгах. Ну, я, в принципе, могу себе позволить любой билет, но я вот, знаете, вот эта рациональность, а стоит оно того или нет. Ну, понятно, что если бы у меня было бы много-много миллионов, я бы об этом не думал. Но я все еще считаю и думаю, а что имеет смысл, а что нет. Вот желаю вам никогда не считать, потому что было очень много. Ну вот что точно беспонтово, это платить по 160, по 170 евро за места вот там вот. Ну, если вы там не старый, не немощный, не знаю. Но какой смысл идти на AC/DC и сидеть вот там вот. А вот, кстати, этот тип, который ехал со мной в автобусе из Милана и на вокзале перелазил через рейсы, чтобы быстрее здесь оказаться. Знаете, он меня преследует. Когда будете смотреть это шоу, думайте о том, что всем людям на сцене от 68 до 75 лет. И вот они будут сотворять то, что вы увидите. Вот некоторые люди просто пробираются вперед, кто-то просит всех, кто-то нагло. Вот я не знаю, я стесняюсь. Я только если есть свободное место, я иду. А вот кто-то просто берет и молча всех расталкивает и проходит. Ну, люди разные. В прошлый раз они выступали в Имале в 2015 году. Я даже посмотрел концертик перед тем, как решился пойти. 20:40, концерт начинается. Чтобы вы не забыли, где мы. Название
внимание, поставить колокольчик на канал. Короче, этот парень говорит, чтобы засунули свои телефоны в жопу и развлекались. И, конечно, он прав. Если вы не ютубер, то нафига вы снимаете концерт? Браво, Гилберто! Стоит недовольная тетка с мужиком, и они жалуются на парней, которые прыгают. Ну, ребят, ну вы на концерте AC/DC. Не нравится, свалите куда-то правее, левее, прямо. Ну, типа странное поведение. Это же не везде так. Ребята, если вам кажется, что вы устали, посмотрите на этих 70-летних мальчиков и поймите, что они могли не делать ничего, но они колесят по всему миру со своими турами и заряжают по 70 тысяч человек. Берите пример.
Только что парень с флагами прям насильно затащил прыгать с ними. Говорит, хватит сливать, давай с нами. Было весело. Знаете таких малышек? Ангус Ян, 70 лет. Вот чтоб вы в 70 могли не хуже. Типа конец, но мы-то знаем, что будет 2 энкора. Ну это то, что по-русски говорят на бис. И вот они. Ну все, конец концерта. Сразу же хотел купить водичку, но воды у них уже нет, только пиво осталось. Ну что вам сказать, было круто. В общем-то, 1070 человек было. Кстати, сейчас им всем надо будет как-то выбраться, ну, вначале с автодрома, а потом с этой маленькой Имолы. Но я никуда не спешу, как обычно. Я вначале опаздываю, а потом не спешу. Граница между зоной Б и зоной А. С одной стороны, я на себя обижаюсь иногда, что я, бывает, экономлю копейки, ну, типа, понимаете, 90 евро, в принципе, это ничто, и можно было быть там. Но с другой стороны, мне кажется, что вот эти люди, которые были вокруг меня, это самое крутое, что было на этом концерте. В зоне А такое не происходило. Вот мне кажется, они сконцентрировали, знаете, вселенная вокруг меня и всех сконцентрировала, потому что у меня был самый вообще активный сектор на концерте. И значит, я оказался в нужном месте, как обычно. И снова этот тип, который преследует меня из Милана. Ну, у него просто очень необычная внешность, поэтому он запоминается. И мой кумир с флагом. Ну, просто он сделал этот концерт, он просто заводил там все, что только можно. Как вам такой наряд на концерт? Ну, неплохо, да? Теперь этот тип снимает мусор. Но, заметьте, да? 70 тысяч человек. Это все кому-то придется убирать. Ну, это нормально после концерта. Цены в местном баре. Кстати, видите, водичка 1 токен. 1 токен 2 евро. Ну, это типа супер дешево для Италии. Ну, для мероприятий. Но неохота вот эти всех очередях стоять за токенами, потом за водой. О, вот тут вот есть еще барчик. Тут не может повезти, потому что последний раз я пил в Милане в Макдональдсе. Эх, тут тоже по токенам. Ну ничего, уберу с жажды. Взял себе этот токен, монетку. Как вы думаете, если ее чуть-чуть подержать, может она даст иксы? Кстати, карточкой оплатил.
Только я обзавелся токеном, а в баре закончилась вода. Ну ничего, пойдем в другой. Я выиграл в этой лотерее, просто сейчас за секунду уйдет вся. Знаете, мне кажется, что все эти люди, сидящие вот так вот на асфальте, среди мусора, сегодня намного счастливее, чем многие люди, находящиеся в более комфортных условиях. Кстати, чем это я тут занимаюсь? Сижу на асфальте среди мусора, да? Нет, ну я не знаю, я доволен. Я тут сразу по горячему что-то сижу в инсту гружу, но видите, уже практически всю площадку освободили. Я из последних, кто ее покинет. Ну, знаете, я заплатил за этот концерт, я тут просижу по максимуму. Я ж с Одессы. Что-то какой-то тип пытался убежать от стюартов, но его поймали. Но он, кстати, как-то не туда побежал, его ошибка. Но непонятно, что с ним такое. Ну, прям жестко. Не знаю, может, карманник какой-то. Да не похож, слишком пьян. Вот так вот. У меня там слева на горе были на площадке просто стоячие места без мест, но сбоку. А тут вот это вот по местам ряды. Но я не понимаю, я вот реально не знаю, какой смысл идти сюда, если можно идти куда-то ближе к сцене и быть среди людей. Ну, все-таки это же концерт, это энергетика. А тут ты сидишь на этой горе, где-то вот там вот все происходит. Ну, я не знаю, можно, мне кажется, на ютубе видео посмотреть, лучше будет видно и слышно. Цена на мерч. Ну, футболки по 50 евро можете себе домой забрать, если что. Ну, а если вы из холодных мест, вот за 260 есть куртка Back in Black. Вот, например, есть с программой тура. Видите, 20.07 Имола на память. Ну, мне еще этот паровоз нравится, такой мощный. Стартовая линия для Формулы-1. И вот мужчина занял pole position. Отсюда стартуют самые мощные спортсмены. И это все в интерьерах Феррари. Тут, кстати, и музей Феррари где-то недалеко, по идее, и заводы. Ну, как-то надо будет посетить, для вас это снять. Знаете, когда медленно ухожу с мероприятия, мне кажется, я как бы растягиваю этот праздник. А мне хочется, чтобы праздники никогда не заканчивались. На выходе с автодрома после концерта еще работает фудзона с мини-развлечениями. Ну, посмотрим, что тут интересного. Вот уже вижу настольный футбол. Но играть-то мне не с кем. Конечно, после такого концерта было бы эпично взять себе что-то в таком траке в американском стиле. Но, думаю, логичнее все-таки будет пойти в центр Имолы и пытать счастье там. Вот парню концерт явно понравился. Решил далеко не идти, прилечь отдохнуть сразу тут. Ну, многих, видите, просто автобусами увозят после концерта. Но меня никто не увозит. У меня еще впереди... У меня, кстати, до сих пор билета нет до Милана, ничего. Ну, будем двигаться, как будет двигаться. Феррари, конечно, манит. Мне иногда кажется, что если я живу в Милане, у меня нет Феррари, то что-то у меня не так в жизни. Весь поток двигается прямо, а я сейчас сверну направо в переулок в Голдони и попробую найти какую-то местную еду, которая имеет хороший рейтинг на Google картах. Не фестивальные вот эти вот вариантики. Не я один оказался такой умный. Ну, конечно, как бы из 70 тысяч человек кто-то должен был до этого догадаться. Ну так, очень по-домашнему, видите, менюшка от руки написана. Прикольно. А слева, мне кажется, футбольные фанаты поют что-то. И ровно, когда меня дошла очередь, перечеркнули, что все закончилось. Ну, я счастливчик. Вегетарианский бургер с водичкой 9 евро. Пол-второго ночи отовсюду продолжает доноситься AC/DC. На вокзал путь лежит через вечернюю Имолу. Был вариант, конечно, уехать чуть пораньше и пораньше оказаться в Милане, но я долго ждал свой бургер. Так что буду в Милане чуть позже. Я еще никаких билетов все еще не брал. Вот видите, в баре даже подсуетились и сделали AC/DC дринк. Вообще мне так нравится. Это ночная такая, знаете, спокойная, умиротворенная Италия. Люди сидят, не спешат, лампочки горят. Просто, чтобы мы не забывали, что мы в Италии. Ну, посмотрите, вот просто люди тут живут. Кто-то просто решил сэкономить на гостинице. Ну, я их понимаю. Как же все-таки вот эти все концерты, фестивали, футбольные матчи, мероприятия вдыхают жизнью эти все маленькие городки. Ну, я думаю, что в обычный день тут в 2 часа ночи нет такой активности.
А сегодня, видите, люди даже на площади, волейбол на главной площади играют. О, она хороша. Помните, когда концерт шел, вот эта звезда тут давала концерт. Получается, он начал раньше, чем AC/DC, а закончил, видимо, позже. Сегодня все спальные места заняты рокерами. Может, надо было не вегетарианский бургер, а пидину AC/DC поесть. Ну и тут, видите, у них ситуативный маркетинг круглый год вокруг Формулы-1. Интересно, тут еще в барах заказывают 2 часа ночи апельсиновый фреш. 5 евро. Обычно вы в такое время в Италии на поезде уже никуда не уедете. Но в честь концерта пустили дополнительные поезда. Вот в 2:15 я, по идее, смогу уехать. Это чисто под концерт сделали кучу дополнительных поездов. Ну, молодцы, хоть тут подсуетились. Говорят, сразу после концерта были какие-то нереальные очереди на вот эти первые поезда. И видите, уже трафик тут начинали разделять. Ну, мне на Болонью для начала. 11 минут до поезда. Это значит, что у меня есть 6 минут, чтобы купить на него билет. И я не могу понять, это не пускают этот 2:15? Надо ехать на следующий? Или сейчас на 2:15 всех запустят? Непоняточка. Ну ладно, без билета так без билета, если что. Ну, на следующий, если что, билет купить смогу. Вопрос в том, смогу ли я в 2:15 уехать. О, странно, короче, справа кого-то запустили, а у нас не запустили, при том, что, типа, ну, очередь, по идее, должна была быть тут. То есть это просто люди не туда пошли. Народ недоволен. Судя по всему, на поезд на 2:15 я уже не успеваю. Ну, и автобусы до Милана прям все на глазах дорожают. Ну, хорошо, что заранее не купил, потому что я либо должен был бы бежать, либо не успел бы. Ну, что-то еще придумаю, вы знаете. Всегда добирался куда надо. Iron Maiden, Nirvana. Ну, это когда, типа, на матч Интера прийти, там, футболки Милана и Аталанты. Кто приходит раньше, ждет поезд с комфортом на парапетике. Многие выставляют истории с классных событий. Но вот то, что остается у всех обычно за кадром. Часы ожидания. Прибыл наш поезд, 4:30 стоит билет. Конечно же, я его купил. Понятно, что никто никогда в жизни его не проверит. Но я же честный, порядочный человек. Раз можно купить билет, я его купил. Ну и я благодарен, что сделали вот эти ночные поезда дополнительные. Потому что я знаю, что такое быть после мероприятия и не иметь возможности уехать из какого-то итальянского городка. Тут все продумали, все для нас. Карты у автомата не работали, засунул свои 5 евро, видимо тут еще чьи-то 2 было, кого-то уже на воду кинул. В общем, автомат мошенник, понимаете, несем убытки. В общем, придется подарить ему 7 евро и смириться с поражением. Неприятно уходить проигравшим. Тут вот итальянца тоже на 5 кинули, очень ругался. У них, походу, такой бизнес, просто брать деньги и ничего не выдавать. Мошенники. На привокзальной площади, если что, это все не бомжи, судя по браслетам, это явно как бы гости концерта. Ну, не знаю, забавляет меня всегда это утренняя суета на вокзалах. Видите, я такой полубомж. Пока автоматы слишком тупые, чтобы захватить мир, продолжим коммуницировать с людьми. Ну, хотя 3,50, мне кажется, я переплатил за вот это. Кто смотрел мои старые выпуски из Болоньи, вот тут всегда лежали очень вкусные роллы. Я их всегда брал в Болоньи, а теперь их перестали тут продавать. Обидно. Видите, моя боль. Раз уж мы в Болоньи, пару кадров. Ворот Болоньи. В автомате такой чай 2,50, но проблема в том, что меня в очередной раз кинул автомат уже другой фирмы. Ну вот такой, я автоматный лох, понимаете, автоматный лудоман. Я думаю, что те автоматы, которые работают, уже разграблены после концерта. Автоматная лудомания, это когда ты подходишь к очередному автомату и понимаешь, что, наверное, сейчас и он тебя кинет на 2,50, но ты видишь этот холодный чай и пробуешь, а вдруг даст. Но этот хотя бы честно написал, что не даст. Вот это порядочно. А у этого, видите, осталась водичка на 23. Но почему осталась? Потому что у этого тупо не работает тройка. Я мастер по автоматам, мастер спорта. Садил денег в них уже не знаю сколько. 4 утра на часах, вот этот фликсбас за 10 евро отвезет меня в Милан. Вы знаете еще хоть кого-то, кто просыпается без единого билета, едет вообще в другой регион на концерт одной из лучших в истории рок-группы, и потом еще и возвращается обратно, приобретая все билеты. Вот давайте, чтобы вы радовались так, как они, понимаете? И вот
Почему? Почему, скажите, почему у меня даже не 2000 подписчиков? Почему не 10? Но если вы досмотрели, то вам, наверное, нравится. Но что не так? Мне кажется, это все очень интересно, атмосферно и эмоционально. Но это не конец, я еще в Милан еду, вы понимаете, что все что угодно еще может произойти по дороге. Все не так легко, как кажется, понимаете? 4 я еще не дома. В 7 утра я в Милане, а тут новый день, новая жизнь. Я всю дорогу не спал, видео вам монтировал. Вам, не так уж легко монтировать видео с концертов. Там все супер сложно получается. Если вам интересно, как я выдерживаю такой ритм, я просто пью апельсиновый фреш. Фреш с круассаном 5 евро. Знаете эту ситуацию, когда касаешься двери метро, но она уже закрыта? Вот только что такое было. Ничего, просто сидишь еще, ждешь 6 минут. 12 часов назад ты был на классном концерте, и вот ты снова едешь в городском автобусе Милана. Думал закончить там, где и начали, но тут уже дождливо и шумно, так что идем дальше. Что-то я как-то быстро с Thunder от AC/DC попал на Thunder от природы. Вот такой вот я насквозь мокрый, уставший, уже почти сутки не спавший, добрался домой. И, вы знаете, у меня были сомнения, ехать или нет, надо оно мне было или нет. Но, пережив это все, я понимаю, что сомнения были лишними, что это было супер круто. Я побывал на настоящем рок-концерте одной из самых известных и легендарных рок-групп в мире и истории. Неизвестно, будут ли вообще такие киты рока когда-то впредь. Представляете, им уже по 70 лет, и что они вытворяют. И мне повезло, что я успел их застать, потому что AC/DC еще долго будет звучать в наших колонках, наушниках и динамиках. И я каждый раз, когда теперь буду их слышать, буду вспоминать о этом замечательном концерте. Так что не жалейте сил, не жалейте денег. Кстати, эта поездка, вышла копейки для такого события, учитывая, что ради такого люди прилетают вообще с других стран и тратят кучу денег. Я вот просто максимально бюджетно съездил. В общем, спасибо вам за просмотр. Я буду отдыхать. Вечером уже планирую пойти на квиз. Вот такая у меня активная жизнь. Но сейчас чуть-чуть отдохну. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Квиз снимать не буду. Дальше, наверное, будет футбол на кома в следующем выпуске. Рок жив, и я жив. Thunder!